Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на февраль. Что откроется, что прояснится в феврале? Давайте с вами узнаем. И карты старинного цыганского пасьянса нам расскажут, на пороге каких событий вы стоите. Именно события они больше рассказывают, я бы сказала, показывают буквально. Вот давайте с вами узнаем. С чем будут связаны события, что идет в вашу жизнь? Тут действительно, что же у вас, может быть, на пороге стоит, а вы и не видите, не замечаете. Хотя это маловероятно. Вы люди очень интуитивные. Я бы сказала, планетарно у вас самое главное не соскользнуть в какую-то многозадачность, которая вам не нужна. Или, знаете, согласиться с тем, что идет вразрез с вашим пониманием, с вашим благополучием. Ну ладно, давайте узнаем у карт. Как альтернативный вариант рассмотрим. Так какие же события идут на ваш порог? С первых дней февраля. Прочный союз. Кольцо. У кого-то это и личная жизнь, может быть. Ну, а у кого-то и работодатель, вопросы работы, да, тогда вот тут вот я могу допустить и партнерство какое-то тоже тут может складываться по работе, по бизнесу, у кого что. Именно надежное. То, что не однодневное. Ключевое партнерство, потому что победа. Опять же, у кого-то личная жизнь, но для кого-то взаимодействие с важным человеком в вашей жизни. Может быть, это совместное творчество, труд, дружба, интересы какие-то, да? Добрые перемены на пороге. Очень такое волшебное значение, когда выпадают часы. Это нам пространство дает какие-то варианты, их важно не упустить. Не важно не упустить вообще февраль месяц, период, и, может быть, это где-то в начале. Все то, что я сказала, и победа, которая ведет к переменам. Вот это надежное сотрудничество, партнерство, которое где-то добавляет уверенности в завтрашнем дне. Тут надо от чего-то не отказаться, это факт. Потому что это как новое качество жизни. Безусловно, это возможности. Ну, теперь смотрим, что у вас совпало. Напомню, в нашем пасьянсе по горизонтали и по вертикали мы можем складывать карты в крайних рядах. И вот теперь узнаем. У вас, смотрите, добрые перемены в личной жизни. Может быть, это касается вашей именно какой-то любовной истории. Хотя у кого-то с родственниками больше взаимопонимания. Семейное счастье в этом пасьянсе означает именно подкова. Хотя раньше это был символ удачи. Но тогда все равно мы что-то должны предпринимать. Это не то, что нам оно само приходит из ниоткуда. Нет, тут наши усилия, они присутствуют. Как той пословице: подкова не принесет удачи, пока не прикуешь к своему копыту и не начнешь пахать. Я надеюсь на понимание, но в этом есть логика и доля правды. От наших действий все зависит. Вы можете, кстати, на первые дни февраля в чем то сомневаться, тревога, скрещенные мечи. Но это не совсем имеет к делу отношения. А я бы добавила, совсем не имеет, потому что это может только мешать. У вас пути, дорожки открываются, мои дорогие. И вот этот открытый путь, как ключ, может быть, буквально для кого-то поездка-переезд, ну или какая-то новая задача, новое направление в работе, может быть, и новая идея. Но, безусловно, рядом перемены, значит, это, ну, где-то мы закрываем в прошлое дверь, мои дорогие. Это правда. Что-то бесконечное, может быть, то, что тянулось длительное время. Вот здесь что-то вы можете и сами расставить как будто по местам, да? Выбрать, назначить свои приоритеты, но и высшие силы вам словно помогают. Что мы можем еще соединить? Смотрю. Не вижу больше совпадений, поэтому давайте пойдем с вами дальше.
И нет, вижу. Исполнение желаний, мои дорогие. Корабль. Но у кого-то совпадет именно с ключом. Но это как вариант поездки далеко или вопросы работы, связанные, может быть, с командировками. Корабль — один из символов Меркурия. Тут дважды как будто переменные, да? Иногда корабль — это тоже не только само по себе поездку, путешествия, какие-то дороги. Может быть, у кого-то много даже будет дорог, да? И вы видите в этом целесообразность, необходимость. Вот вы будете заниматься, и вам складывает пространство практически время без помех. Ну, это не значит, что мелких каких-то недоразумений не будет. Но будем реалистами. Но ведь для вас, правда, перемены на пороге. Причем с исполнением желания, с какими-то новыми совершенно возможностями, сотрудничеством, с победой, семейным счастьем. Тут сразу конфигурация может быть у кого-то. И по работе будет решаться, и по части личной жизни. Вот давайте дополним и узнаем, что откроется, что прояснится в феврале. Что откроется, что прояснится в феврале для рыб и рыбок. И первая карта, так что же там откроется? И с кем или с чем будет связано это, кто или что появится неожиданно. И в конечном итоге, что прояснится в феврале. Что ждет сфера достижений, работы, учебы, планов. Что ждет в деньгах. И что ждет в личной жизни. Что же там откроется. Ну, какие-то добрые вести, мои дорогие. Пажи — это всегда вестники, а для кого-то из вас новое направление. Может быть, это как новые этапы в личной жизни. Может быть, все же нам тут так ёмко рассказали карты пасьянса. У кого-то были отношения, допустим, когда вы встречались. Может быть, вы надумаете жить вместе. Для кого-то из вас добрые вести от ваших детей, может быть, даже взрослых детей. Или пусть помладше дети, тут какие-то тоже приятные, больше приятные какие-то возможности. Причем вам возможности приходят совершенно неожиданно. Вот вы можете даже себе составить какой-то план для себя как стратегию или даже расписать что-то. Но будьте, мои дорогие, готовы к тому, что, ну, как мгновение может все изменить, заставить вас и корректировать планы, но точно так же и куда-то поехать. Поехать, может быть, и недалеко, но нельзя это отложить на потом. Карта «Рыцарь жезлов» — это всегда неожиданности. Это неожиданное поведение со стороны людей, но это точно так же неожиданные новости. Это изменение ситуации вокруг вас, но именно в этих неожиданностях кроются возможности. Что откроется? Ух ты. Ну, для кого-то из вас, мои дорогие девочки, эта карта может свидетельствовать именно изменение статуса через личную жизнь. Точно так же, может быть, по части личной жизни, вы узнаете какие-то важные новости, и тогда вы можете что-то переделать, переиграть. Но императрица, опять же, ёмкая карта. Помимо того, что это статус, помимо того, что для кого-то это может даже свидетельствовать, ну, это для тех из вас, кому целесообразно по возрасту и по вашим желаниям. Я жду ребенка. Вопросы материнства, вопросы детства, да? Мои дорогие мужчины, тут может быть и такая история, когда ваша любимая женщина ждет ребенка. Вот такое тоже не исключаю. Может быть, это в целом карта нам говорит, что ведь императрица плодовита не только буквально, да, как вот мы с вами только что сказали, а она именно какие-то идеи. Вот тут воплотить идею в жизнь у вас может появиться зненацку какая-то возможность, неожиданно. И этого никак нельзя упустить. Для кого-то из вас вопросы жилья, дома, места пребывания или планируемого, может быть, даже переезда. Надейся сам на себя, карта говорит. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Ну, в целом это как раз и означает наше благополучие. Когда это, знаете, как такой очень добрый тандем или как симбиоз, может быть, даже, да, но сразу несколько сфер жизни вы можете упорядочить. Именно и сложить воедино, чтобы была и подушка безопасности, и уже
на последующий период, может быть, тоже для себя что-то прояснить. Давайте узнаем, кто или что появится неожиданно. Ну, наверное, не все так однозначно. По семерке мечей вы можете совершенно случайно узнать какую-то правду. Может быть, о том человеке, который вам что-то говорил даже приятное, хорошее. Вы можете прийти к выводу, что вашу бдительность как будто кто-то усыплял на самом деле. Но как-то дела обстоят иначе. Точно так же не исключаю, что правда какая-то может открыться, и она будет связана либо с действием, либо с человеком. То есть вы думали что-то одно, а получается тут другое. Приготовьтесь к тому, что и вам придется хитрить. Без этого как, ну, не пойдешь. Или не проедешь, потому что, во-первых, неожиданности где-то к ловкости, гибкости, безусловно, призывают, потому что договариваться придется с разными людьми, но и нельзя, знаете, вот так соглашаться на что-то и не успеть просчитать или продумать какую-то свою стратегию, тактику. Это точно. Нужно как минимум, ну, если даже требуется ваше однозначное слово, решение, нужно для себя маневр оставлять и, видимо, садиться думать, продумывать, просчитывать буквально, а если что-то пойдет не так. Потому что карта, она больше предупреждающая к тому, что мы не можем замечтаться. Точно, две семерки. Что или кто появится неожиданно? Да тут много разрозненной информации, а также приготовьтесь, что вокруг вас будет много людей, которые будут пытаться постоянно вас к чему-то склонить. А предыдущая карта нам говорит, да ты тут не прошляпь что-то. Сам себе не навреди. Семерка мечей все-таки карта вора. И поэтому, когда вы находитесь, ну, может быть, среди большого скопления людей, будьте внимательны к своим кошелькам, сумочкам, паролям, аккаунтам, даже если вы, понятно, работаете на дому, может быть, следует поменять или не переходить по каким-то ссылкам. Но здесь и люди могут хитрить, поэтому и вам вот эта гибкость, где-то хитрость тоже совершенно необходима. Нет пока правды. И есть как будто каждый сам по себе и что-то скрывают. Но тем не менее есть тот человек, кто или что появится неожиданно. Вы знаете, тут может появиться неожиданная помощь от конкретного человека. Вы сами можете даже, знаете, как проводить нужные параллели, делать выводы по людям, которые вам что-то обещали, но не осуществили. Может быть, по каким-то сложным ситуациям. А также вы можете делать выводы, э, кто или что появится неожиданно. Будут предпосылки, видимо, вот к такого рода размышлениям и выводам. Потому что вы уже, может быть, внутренне поменялись, а кто-то вас видит как раньше. И как раньше ваше участие, ваша помощь кому-то. И люди еще не перестроились, они пытаются заново повторить какой-то прежний процесс, и вот вам понадобится стойкость, мои дорогие. Причем стойкость не через доказательства, а именно когда мы как полшага назад, словно одели шапку-невидимку. Мы никому ничего не доказываем, растворяемся, вот так вот можно сказать. Вот продумайте этот тонкий вопрос, потому что много людей, много событий, а вот доверять можно кому как будто только, ну, буквально один-два человека. По шестерке пентаклей здесь может быть и ситуация, что или кто появится неожиданно. Деньги буквально, все таки это карта финансового успеха или какая-то тропинка, какая-то траектория или ваша работа, в которой вы будете видеть именно финансовые перспективы. Мы говорим о феврале. Есть возможность, в принципе, заработать денег. И, может быть, это где-то внезапно. Но вот все то, что я сказала по этим двум картам, обратите внимание. Уговоры на участие в том, что для вас не перспективно. Карта колесница будет говорить о том, что ведь это сами по себе перемены, не оглядывайся назад. Но что-то анализировать придется, ведь возничий управляет повозкой силой мысли. Поэтому придется в какой-то такой интеллектуальный процесс включаться и не делать что-то на автоматизме, а постоянно вот анализировать, что имело начало, продолжение и какой финал может быть. При этом надеяться на самого себя. Два старших аркана. У вас меняется статус, меняется
ваша жизнь. Может быть, кто-то буквально перемещается или собирается переехать, готовится к этому переезду. У кого-то будут изменения, это старший аркан, и он такой, знаете, это карта успеха. Он может свидетельствовать о том, что будут в феврале такие дни, когда вы, правда, не можете отложить что-то на потом. Вам буквально собрался, подпоясался, и куда-то нужно будет съездить. Иначе ты как потерял время, потерял вот эту энергию. Ведь так ведь часто бывает. Сегодня есть возможность, а ты пришел с тем же вопросом завтра. Энергии поменялись, возможности уже нет. Не упустите свою удачу, не упустите какую-то возможность, но и одновременно не включитесь в какие-то дела, которые, ну, вам совершенно не принесут ни улыбок, ни пользы какой-то, ни радости, ни прогресса. Ваши достижения. Ну, может быть, это вы с такими грустными мыслями входите в февраль. Пятерка кубков– это тоже своего рода, когда мы делаем выбор. Лучше, чем Клаудио Пинейро, не скажешь. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. И вот мы только что об этом с вами говорили, не оглядываясь назад. Прошлое не имеет значения. Поэтому не нужно, с одной стороны, как будто застревать в наших предубеждениях или в том, что мы считали правильным. Здесь какая-то конфигурация будет меняться и может быть для вас неожиданно. Поэтому, если мы думаем, что вот должно быть так, оно так не есть, оно так не будет. Или предпосылки к другому, к чему-то, к каким-то возможностям ведут. Поэтому себя придется перестроить, мои дорогие, ради собственного успеха, может быть, и финансов. Достижения, чего ждать? У кого-то может быть сожаление по части, ну, не получился, может быть, проект, который был связан с человеком, который буквально рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Может быть, и было какое-то партнерство, да? Вы могли, ну, может быть, прежде сожалеть, даже что не получилось, может быть, вы много вложились. Но карта говорит, кто знает, может быть, это какая-то новая конфигурация. Давайте мы узнаем. Правда, тут какая-то ситуация из прошлого вас будет проверять на прочность, мои дорогие. Вот, наверное, я уже не раз сказала, что не соскользнуть в то, что было раньше, или как вы действовали прежде, или когда вы на что-то согласились. Основной у вас риск потратить время в пустоту или на участие в чем-либо, в каком-то проекте, но вы за это бонусы не получите. Карта прошлого как будто говорит, ты там уже был, и есть какая-то персона, которая умеет хранить молчание, умеет не говорить о своих планах. И то, что задумала королева жезлов, никто не узнает. Вот есть какие-то планы, которых вы даже не можете догадываться. Но ваша задача– идти по собственному плану, мои дорогие. Иначе мы можем просто застрять. Как будто будете... Вот шестерка кубков иногда трактуется как карта ностальгии. А пятерка кубков– это как раз та разбитая чашка, которую давно ее пора выбросить. Не повторите какой-то грустный опыт, в котором у вас уже было когда-то либо фиаско, либо, ну, ни смысла, ни для разума, ни для сердца, ни для толка, ну, ни для чего. На импульсе не принимайте какие-то решения. Деньги. Тут нужно подойти вдумчиво. По пажу Пентакли это может быть, я подразумеваю, какое-то предложение, но нужно просчитать, потому что это за предложение? Две серьезные карты семерки– это не то, что нужно вам. По семерке мечей это то, что вообще не нужно. Вы потратите много денег, или не вкладываетесь в какие-то сомнительные проекты, или не соглашайтесь на сомнительные услуги, или не соглашайтесь на сомнительные вложения, мои дорогие. Ну, ни разу ни одна карта про вложение. Наоборот, сохраняйте. Ведь эта карта работает, вот к вам помощь идет. И наша задача– сохранять эту помощь. Она лично для вас. Но если буквально те деньги, которые для вас в феврале поступают или вам помогают, а вы начинаете тиражировать, вы буквально можете себя обесточить. Что ждет в финансах? Ну, у кого-то это может быть новое изучение, какой-то проект,
И это будет означать своего рода, ну, тут как будто обучиться нужно чему-то, да, или разузнать, или пройти курсы, может быть, буквально так. Потому что лабиринт заканчивается. Я часто говорю это по тузу мечей. Но это может быть и как какая-то новость, что ждет в деньгах. Колесо фортуны. Ну, наверное, все то, что я долгое время говорила, оно так на самом деле есть. У вас, посмотрите, 3 карты ускорения, 3 карты скорости, 3 карты, когда мы не можем что-то оставить на потом. Вот именно в моменте здесь и сейчас нужно не импульсно сначала делать что-то или соглашаться, а сесть и, может быть, полчаса, может быть, и больше, может, меньше, у кого как, именно просчитать и продумать, нужно вам этим заниматься или нет у вас, или нужно на это соглашаться или нет. Потому что это касается денег, это касается работы. Здесь нельзя вот так прыгнуть, как будто в это завтра, потому что прыгнуть-то можно. Но вы как будто берете на себя как чужую карму. Или заново повторяете какой-то прежний опыт, и по деньгам как будто тоже. А в итоге потом вы будете сожалеть, но может быть поздно. Но шикарный период на февраль. И если я говорила 3 карты скорости, ну где-то и трансформация, карта колесница, колесо фортуны. Фортуна вам сейчас помогает, лично вам, но не для того, чтобы вы как будто разбросали эти пентакли в чужие руки. Ну и рыцарь жезлов про неожиданности в личной жизни. А для кого-то из вас верховный жрец будет говорить переводе отношений на новый уровень. Правда, может быть, это была дружба, были встречи, а теперь вместе проживать или оформить отношения. Тут как по судьбе. Я должна сказать, много старших арканов, таких знаковых. У вас действительно какой-то судьбоносный вопрос или тема будет стоять на повестке февраля. И вот эти перемены, они не случайно. Карты Таро подтверждают карты пасьянса. На кону ваше благополучие, что-то очень важное. Может быть, для кого-то из вас это буквально, все же мы все разные, да, может быть, и предыдущая какая-то история личного порядка была со знаком минус, но тогда по карте Иерофант ведь это система, система иерархии. Мы можем обращаться в инстанции, чтобы, ну, если взаимопонимание утрачено, то тоже поставить какую-то логическую точку в наших прежних отношениях. Но тогда для вас как будто завершается прошлое, и в ускоренном режиме вы как переступаете этот порог между прошлым и будущим. Вам высшие силы помогают. Правда, это карта учителя. Может быть, и есть какой-то человек в вашем ближайшем окружении, кто для вас как учитель. Или вы, ну, как наставник, вы, может быть, прислушиваетесь к словам этого человека. Но и вы сами, мои дорогие, тоже можете быть кому-то как учитель. А среди вас очень много духовных людей, вы большие эмпаты, и вы умеете сопереживать. Должна сказать также, что для кого-то, может быть, буквально, как новый проект, который будет связан с психологией, мои дорогие, или, ну, кто знает, может быть, у кого-то карты Таро или астрология. Тут самые разные направления. Это очень про вас. Тогда я вам смело могу сказать, вы обязательно достигнете своей популярности, а может быть и известности, очень такой широкой, многогранной. Не бросайте, это точно. Даже если какой-то предыдущий период шел вот ни шатка, ни валка. Это нормально, так бывает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за вашу помощь, поддержку, за ваши душевные комментарии и за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте. И ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.